Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой простой ажурный узор крючком. Вяжется он очень просто. Раппорт составляет всего 2 ряда в высоту. С вязанием этого узора справится даже начинающая вязальщица. Такой узор можно использовать при вязании летних топов, платьев, маек, кардиганов. Для работы я использую нитки Коко и крючок 1,75. Вязание узора начинаем с начальной петли. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 6 плюс 2 воздушные петли. Для образца я набрала 32 воздушные петли. Вяжем установочный ряд. Он у нас в раппорт узора не входит. Мы его вяжем один раз и далее будем уже выполнять раппорт узора в высоту. Делаем накид на крючок. От крючка отсчитываем 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И в 10-ю воздушную петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Вяжем 2 воздушные петли и в ту же воздушную петлю, в которой мы только что провязали столбик с одним накидом, вяжем второй столбик с одним накидом. Вот что получилось. Провязываем 2 воздушные петли. По наборной цепочке пропускаем 5 воздушных петель. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И в 6-ю воздушную петлю мы вяжем столбик с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли и в ту же воздушную петлю, куда только что вязали столбик, провязываем еще один столбик с одним накидом. Снова провязываем 2 воздушные петли, накид, по цепочке пропускаем 5 воздушных петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и в 6-ю воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в ту же воздушную петлю. Снова провязываем 2 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем по цепочке 5 воздушных петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и в 6-ю воздушную петлю мы вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и в ту же воздушную петельку провязываем еще один столбик с одним накидом. Провязываем в конце ряда 2 воздушные петли и столбик с одним накидом вот сюда вот в самую последнюю воздушную петлю. То есть мы пропустили 3 воздушные петли и в последнюю петельку вяжем столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Это установочный ряд. Поворачиваем работу и вяжем первый ряд узора. 3 воздушные петли подъема. И вот сюда, под арку из 2 воздушных петель, которая находится между 2 столбиками с одним накидом, мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Первый. Сюда же вяжем второй столбик. Под эту же арочку 3-й столбик с одним накидом. 4-й. 5-й. 6-й и 7-й столбик с одним накидом. Теперь арку из 2 воздушных петель мы пропускаем и под арку, которая находится между 2 столбиками с одним накидом, вот которые у нас связаны в одну воздушную петлю, мы снова вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий,
4 столбик с одним накидом, под эту же арочку 5 столбик, 6 и 7 столбик с одним накидом. Провязали. Снова следующую арку пропускаем. Под арку, которая находится между двумя столбиками, связанных в одну воздушную петлю, мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик с одним накидом. Снова далее пропускаем 2 воздушные петли, арочку, и под арку, которая находится между двумя столбиками, мы провязываем еще 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Заканчиваем ряд. В конце ряда делаем накид на крючок. По цепочке предыдущего ряда пропускаем одну воздушную петлю, вторую, и в третью воздушную петлю мы вяжем столбик с одним накидом. Мы провязали с вами первый ряд узора, вяжем второй ряд. Поворачиваем работу, провязываем 3 воздушные петли подъема, еще 2 воздушные петли, накид на крючок. Вот наши 7 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Мы пропускаем вершину первого, второго, третьего и вершину четвертого столбика. Мы провязываем столбик с одним накидом. Вяжем 2 воздушные петли и в вершину того же столбика провязываем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок. Вот наш следующий элемент из 7 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Пропускаем вершинку первого, второго, третьего, в четвертый столбик провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и в вершинку того же столбика вяжем еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид. Следующий элемент из 7 столбиков в предыдущем ряду пропускаем вершину первого, второго, третьего и вершинку четвертого столбика провязываем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в вершину того же столбика. Снова повторяем 2 воздушные петли. И вот еще один элемент из 7 столбиков у меня в образце. Я отсчитываю первую, вторую, третью вершинку и вершину четвертого столбика провязываю столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в ту же вершину столбика предыдущего ряда. Заканчиваем ряд, провязываем 2 воздушные петли, накид и вот сюда вот в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Мы провязали 2 ряда узора, и это составляет раппорт узора в высоту. Далее повторяем первый и второй ряд и вяжем узор необходимой нам высоты. В результате у нас получится вот такой красивый ажурный узор. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.